Привет! Есть ситуации, когда у пациента слабость в руке, и он не знает, что с этим делать. Если у тебя аналогичная проблема, посмотри это видео. Возможно, ты найдешь в этом примере те способы своего лечения. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт и кинезиолог. А сейчас разбор. Поехали. У нас сегодня разбор пациента. Есть ситуации, когда возникает боль и слабость в руке, боль в плече, онемение лопатки, боль в лопатке. Откуда могут исходить дисфункции? Смотрите, я тестирую. Держи, пожалуйста, вот так становись. Видите? Здесь рука работает, здесь рука не работает. Появляется слабость. Тогда, возможно, вы сталкиваетесь с этим, когда вы берете чайник, предположим, либо какой-то предмет, и вам тяжело поставить его на место вот таким движением, либо тяжело дотянуться. Основная проблема, конечно, считывается пациентом, когда проблема с правой стороны, если это правша, ну и слева, если это левша. Но есть профессиональные паттерны, когда задействованы в равной степени обе конечности, и здесь появляется слабость. Тогда, если мы ищем проблему, здесь может быть локтевой сустав проблемный, я тогда выполняю тест без локтя, слабость. Здесь может быть плечо, я стабилизирую, не помогает. Ключица, лопатка, видите. Смотрите, я фиксирую лопатку, просто придерживаю, и плечо начинает работать. Отсюда делаем вывод. Те мышцы, которые стабилизируют лопатку, в какой-то степени есть слабость мышц, и они не работают. Предположим, тест нижней порции трапециевидной мышцы. Она идет до нижнего отдела, грудного отдела позвоночника и стабилизирует лопатку. Видите? И она не работает. Откуда может исходить эта проблема? Например, дисфункция на уровне переход грудной поясничный отдел. Я проглаживаю эту область. Видите? И еще раз. Видите? И у меня мышца включается. Я проглаживаю эту область, и у меня мышца включается. Давайте посмотрим, если, предположим, вы массажист и делаете массаж. Как работают на самом деле мануальные техники и массажные техники. Я могу манипулировать с этим отделом позвоночника, могу сделать просто массаж. И вроде все, поднимайся. Видите? Видите? И пациенту стало легче. Да? Видите? Пациенту стало легче. Он пошел домой, подвигайся. Угу. И все вернулось. И ваши клиенты и пациенты говорят следующее. Пока я хожу на массаж, мне хорошо. Конечно. Проблема не устранена. То есть вы играетесь на каких-то ниже лежащих уровнях. Для того, чтобы закрыть эту проблему, нужно найти, откуда она исходит. Значит, здесь есть избыточный сигнал со связок грудо-поясничного отдела перехода. Мне нужно найти зону, которая это компенсирует. И в данном случае через мануально-мышечный тест я могу определить, либо это другой отдел позвоночника, например, переход грудной шейный отдел, либо это вообще орган. И тогда в первом варианте, возможно, ваш, скорее всего, мануальный подход или подход в виде массажа даст, и вы закроете эту проблему. Но это бывает нечасто. А если это проблема, компенсация на уровне органа, то вы проблему не закроете. Вы можете только ее на время улучшить. Теперь, видите, мышца сильная, это уже другая мышца. Я нагружаю область связок, и нервной системе это не нравится. И дальше определенными тестами я определяю, видите, что здесь, видите, компенсация на уровне правой почки. И в данном случае у нашего пациента массажные мануальные техники будут неэффективны вообще. Да, не обижайтесь, но это так. Дальше. Почему могут быть проблемы, например, плечо и коленный сустав на противоположной ноге? Давайте я вам покажу, ложитесь. Есть нечто на спину, что их объединяет. Например, я тестирую правую нижнюю конечность, это пояснично-подвздошная мышца, она не работает. Здесь может быть боль, например, левое плечо, поясница, колено.
левое плечо, поясница, тянет бедро. У этих трех жалоб есть нечто, что их объединяет. Еще раз. Не работает. Мы кладем руку на правую почку. Видите? И вот работает. Полечив одну дисфункцию, я закрою вопрос по всем сегментам лечения на живот. Кто-то из вас скажет: я пользуюсь шкребками и, возможно, я попаду. Может быть, но с такой же вероятностью, расслабь, пациент, находясь в трамвае, будет облокачиваться поясницей, трамвай дернул, и проблема решилась сама. Это элемент случайности. Если вы настоящий профессионал, вы должны тестировать, давите, и смотреть пациента с какой-то долей гарантии вероятности. Дави на спину, дави. Ложись на спину. Тестируем пояснично-подвздошную мышцу. Давите. Давите. Она включилась. Поднимайся. Давите. Она включилась. И вы говорите, что после моего массажа тоже включилась? Да, но есть одно но. Подвигайся. Наклоны. Покрутись. Так. И после этого, давите, не должно выключаться. Ваше лечение будет эффективно, если вы после массажа обязательно вашему пациенту скажете не двигаться. Если он будет лежать, ваш эффект будет держаться. Если он будет двигаться, все съедет. Всем хорошего дня и будьте здоровы. Давайте подведем итог нашего разбора. У пациента была слабость стабилизаторов лопатки, в связи с этим не работала левая рука. Она была нефункциональна под какими-то углами. Это было связано с дисфункцией на уровне позвоночника, там, где грудной переходит в поясничный отдел. И все бы ничего, данные дисфункции действительно закрываются массажем, мануальной терапией, но когда компенсация является внутренний орган, это сделать тяжело. И дальше, используя метод PDTR, мы закрыли эту проблему, и гарантированно у него эти жалобы уйдут. Если тебе понравилось видео, поставь лайк, подписывайся на канал, колокольчик. А если хочешь также использовать методику PDTR, переходи по ссылочке ниже, приходи к нам на обучение. С вами был Забродин Михаил. Всем пока, будьте здоровы!